Приходилось ли вам подстраивать свои действия, интересы и даже настроение под ожидания других? И при этом бывает ли у вас чувство, когда вы на 100% уверены в правильности принятого решения, каким бы диким и необдуманным оно ни казалось со стороны? Это именно то, что испытала я, когда мы решили купить дом в деревне в Арктике. Сегодня попробуем разобраться, так ли тяжело сбросить гнет чужого мнения и просто начать жить. К примеру, жить на Крайнем Севере. Если вы на моем канале впервые, это моя Севериата. История жизни в доме на берегу озера в русской Арктике. Добро пожаловать за полярный круг! Далеко на севере, там, где студеные и ворчливые реки обнимают каменистые, заросшие лесом берега, где ледяное море шепчется о чем-то с небесами, а бескрайнее белое встречается с бесконечно голубым, лежит местность, что называлась предками землею Тре, то есть лесной, а мы именуем полуостровом Кольский. Иные скажут, надо быть безумцем, чтобы стремиться в эти пустынные края, противостоять стуже, вьюгам и ветрам, терпеть холод, морозить конечности, неделями не видеть солнца. Такое мнение от других я слышала не раз. Но я скажу, что действительно надо, так это не растерять по жизни любознательности, никогда не останавливаться и не ограничивать себя в угоду чужому мнению. Сегодня мы попробуем вместе понять, что тысячелетиями влечет в Арктику людей, вопреки чужим ожиданиям. Все думают, эти суровые земли тяжелы для жизни, но на самом деле они переполнены ею и демонстрируют удивительный баланс природы, который чуждо понятия милосердия, так же, как и понятия несправедливости. Как раз, чтобы запечатлеть эту самую жизнь, у меня теперь есть долгожданная фотоловушка, которую отправимся установить на одно из самых излюбленных моих мест в лесу, где еще ни разу не обошлось без интересной встречи. Говоря о мнениях, я лично люблю зиму больше лета и холод больше жары, но мое мнение разделяют не все, и это нормально. В глазах других мои увлечения и жизнь на севере могут выглядеть странно и даже отталкивающе. Но чтобы не зависеть от мнения окружающих, необходимо для начала определиться со своим собственным, а это невозможно сделать, если даже не пытаться пробовать что-то новое, отметать огромное количество возможностей, просто испугавшись оценки других. Для меня свобода собственных действий куда ценнее чужого досужего мнения. И если ты готов встретить лицом к лицу некоторые трудности, тебе откроется целый новый мир. К примеру, пока мы с псами двигались к намеченной цели, к месту установки фотоловушки, мы заприметили свежие следы куницы и зайца, места ночевки куропаток, выяснили, что лиса способна на очень длинный прыжок, а выдра оставляет после себя забавную траншею. Установили фотоловушку, результаты ее работ обязательно буду показывать здесь на канале.
том самом любимом месте в лесу собаки почуяли что-то под снегом и принялись истошно голосить, призывая меня к вниманию. Оказалось, чья-то закопанная тушка. Животные часто прячут добычу, чтобы полакомиться ею в более спокойной обстановке. Дожидаться хозяина тайника мы не стали, но при выходе из леса встретили росомаху, резво перебегавшую озеро. К счастью, собаки ее саму не увидели, но едва напали на следы, помчались по ним в разные стороны. К счастью, козыра, рванувшего в нужном направлении, мне удалось остановить, ведь росомаха для собаки крайне опасный соперник. Обладая очень острыми когтями, она мигом поворачивается на спину и полосует ими противника. Да, тайга и север подходят не всем, их зов доведется слышать немногим, но когда ты находишь действительно свое, не остается места сомнениям, ты просто знаешь, что это правильно. Ведь никто не знает себя лучше, чем ты сам, никто не может объяснить твоих дурных или приятных ассоциаций, никто не пережил твой опыт и никто не знает твоих устремлений. Как мне кажется, чтобы жить счастливую, насыщенную жизнь, нужно нащупать свой путь. Пусть другим он и кажется темной подозрительной тропой. Мне, к примеру, всегда было немного обидно, что в наше время на Земле почти не осталось неисследованных мест, а время первопроходцев и больших открытий ушло. И легкое чувство зависти к тем, кто впервые ступил на новый континент или высочайшую гору, вышел за пределы человеческих границ и возможностей, не покидало меня. И здесь мне вдруг подумалось, может, север – это и есть последняя великая дикость и недосягаемость. Место, где во льдах и холоде человек буквально не оставляет своего следа. Место, которое ему никогда не покорится. Когда ты выходишь на бескрайний простор большого озера на лыжах с мохнатыми преданными друзьями и защитниками, осознавая, что на километры вокруг нет ни одного человека, и ты волен идти куда захочешь, вся эта бесконечность льда и снега становится твоей, принадлежит только тебе, и ты можешь представить себе, что ощущали первые люди в Арктике. Разве может это понять человек, никогда такого не испытавший, и разве может быть ценно тут его мнение? Разумеется, для него это не более чем замерзшее озеро посреди безымянного неприветливого нечто, а для тебя целый мир, который бросает тебе вызов, заставляет двигаться дальше, за следующий ледяной мыс, а потом к тому, что за ним.